Приветствую всех зрителей на канале Панцергренадера. В этом видео мы рассмотрим систему воинских званий в танковых войсках Вермахта и Waffen-СС. Также разберем, как выглядели погоны, петлицы и другие знаки различия германских танкистов. Низшим званием в Вермахте было «Панцерзольдат». Ему полагалось носить однотонные погоны черного цвета, как и всем военнослужащим рядового состава, который на немецком звучит как «Маншафтен». Погоны обшивались цветным кантом, соответствующим роду войск. Непосредственно у танковых экипажей и самоходчиков Waffenfarbe был розовым. У экипажей разведывательных бронемашин он был золотисто-желтым. У артиллеристов в составе танковых соединений цвет канта был алым. У связистов – лимонно-желтым. У саперов – черно-белым, а позже просто черным. До войны на погоны могли нашиваться различные литеры и цифры, указывающие на принадлежность военнослужащего к какому-то конкретному подразделению или танковой школе. Например, обычные арабские цифры указывали на номер танковой части, римские цифры – на штаб танковой армии, литера «Д» и ниже арабские цифры – на штаб танковой дивизии, литера «А» – на бронетанковые разведывательные части, литера «К» – на мотоциклетные подразделения, литера «Л» – на принадлежность к учебным танковым частям, литера «П» и ниже арабские цифры на противотанковые подразделения. Петлицы у всех танкистов Вермахта до генеральского состава были идентичными за исключением канта, цвет которого так же, как и на погонах, зависел от рода войск. Соответствующим цветным кантом также обшивались воротники и некоторые детали головных уборов. Петлицы были выполнены из черной ткани в форме скошенных параллелограммов. В центре петлиц крепилась штампованная эмблема из белого металла в виде черепа со скрещенными костями. Эта эмблема указывала на преемственность традиций танковых войск Вермахта и черных гусар армии Фридриха Великого. Танкисты и самоходчики носили полевые куртки специального покроя, которые на немецком языке звучат как «панзерджакет». Для удобства использования у них отсутствовали наружные карманы и украшения. Даже пуговицы постарались спрятать под левой частью воротника, чтобы они ни за что не цеплялись внутри боевых машин. Отличие униформы танкистов и самоходчиков заключалось только в цвете материала. Если у первых он был черным, то у вторых – серо-стальным. Панцерзольдат мог занимать должность радиста или заряжающего в основном танковом экипаже, а также водителя или наводчика в резервном танковом экипаже. Как и танкисты более высоких званий, вооружался пистолетом. Карабины полагались только рядовым солдатам-ремонтникам и водителям легковых и грузовых автомобилей. Эквивалентным званием в танковых войсках СС было СС-Schütze. В некоторых источниках можно встретить Panzerschütze, однако этот термин обозначает именно должность наводчика танка, а не воинское звание. Эсэсовские танкисты носили униформу такого же цвета и покроя, что и военнослужащие Вермахта. Однако знаки различия были другими. В Waffenfarbe различных родов войск сохранялись, поэтому погоны, петлицы, воротник и детали головного убора эсэсовских танкистов также обшивались розовым кантом. Погоны всего рядового состава имели чисто черное поле, а звание определялось по петлицам и нарукавным нашивкам. Петлицы, нашивавшиеся на воротник, имели форму параллелограммов черного цвета. Правая петлица у всех эсэсовских танкистов до звания СС Штандартенфюрер содержала вышитые руны ЗИГ. Исключение составляли военнослужащие элитной 3-й танковой дивизии СС Тоттенкопф, в переводе на русский «мертвая голова». У них в правой петлице размещалась вышитая эмблема в виде черепа со скрещенными костями и нижней челюстью. Левая петлица СС-Schütze была пустой. Из знаков различия эсэсовцев также стоит отметить нарукавную нашивку в виде орла со свастикой, носившуюся на левом рукаве выше знаков солдат рядового состава. Военнослужащие элитных дивизий СС также носили с левой стороны в районе предплечья нарукавную ленту с вышитым названием дивизии. Танкист СС-Schütze мог занимать те же должности, что и панцерзольдат в Вермахте. Вооружение было аналогичным. Следующим по старшинству званием в Вермахте было оберпанцерзольдат. Погоны были такими же,
но для отличия была предусмотрена нарукавная нашивка в виде круга диаметром 5 см с вышитой серебристой звездой. Носилась на левом рукаве чуть выше локтя. Оберпанцерсольдат занимал те же должности, что и панцерсольдат. Эквивалентным званием в войсках СС было СС-обершütze. Погоны и петлицы по-прежнему оставались пустыми. А на рукав добавлялась такая же круглая нашивка, что и в вермахте. Третьим званием рядового состава танковых войск было гефрейтер. Погоны и петлицы остались без изменений, только нарукавная нашивка приняла форму равностороннего треугольника с длиной стороны 8,5 см. Две нижние стороны обшивались алюминиевым галуном. Гефрейтер мог занимать те же должности, что и оберпанцерсольдат, а также исполнять обязанности мотоциклиста посыльного. Эквивалентным званием в танковых войсках СС было СС-штурмман. Погоны оставались прежними, но на левую петлицу поперек добавлялся один ряд двойного сутажного шнура светло-серого цвета. Треугольная нарукавная нашивка была такой же, как и у гефрейтера. Занимаемые должности и вооружение были аналогичными, поэтому останавливаться на них не будем. Следующим званием в вермахте было обергефрейтер. Погоны и петлицы такие же, но на нарукавной нашивке добавлялся второй ряд галуна. Главное отличие от предыдущего звания заключалось в том, что обергефрейтер мог занимать гораздо больше должностей. Помимо всех упомянутых ранее, он мог исполнять обязанности механика-водителя или наводчика основного танкового экипажа, командира легкого танка «Панцер-2» и в случае нехватки кадров командира среднего танка «Панцер-3» или «Панцер-4». Эквивалентным званием в войсках СС было СС-ротенфюрер. Погоны и правая петлица без изменений. На левой петлице добавлялся второй ряд сутажного шнура. Нарукавная нашивка была такой же, как и у обергефрейтера. Занимаемые должности были аналогичными. Последним званием рядового состава вермахта было штабсгефрейтер. Погоны и петлицы без изменений, но на нарукавную нашивку добавлялась серебристая звезда. Штабсгефрейтер занимал такие же должности, что и обергефрейтер. Примечательно, что аналогов этому званию в Waffen-СС не было. Следующее воинское звание в вермахте относится уже к унтер-офицерскому составу. Оно так и называлось – унтер-офицер. Главными знаками различия становятся погоны, а нарукавные нашивки больше не используются. Погоны имели те же размеры и расцветку, что и у солдат рядового состава, только со всех сторон, кроме нижней, обшивались алюминиевым галуном. В отличие от военнослужащих общевойсковых частей, танковые унтер-офицеры не обрамляли воротники серебристым галуном. Унтер-офицер мог исполнять обязанности наводчика орудия или механика-водителя, но чаще был командиром танка. Также он мог занимать должность командира отделения управления роты «Führer des Kompanietrupp». Вооружался пистолетом, а при необходимости мог использовать бортовое оружие МП-40, которое имелось в каждом танке и бронемашине. Эквивалентным званием в танковых войсках СС было звание СС-Unterscharführer. Погоны выглядели точно так же, как у коллеги из вермахта. На левой петлице размещалась одна серебристая звездочка квадратной формы. СС-Unterscharführer мог занимать такие же должности, что и унтер-офицер. Очередным званием в вермахте было унтерфельдвебель. Погоны обшивались алюминиевым галуном уже со всех сторон. Мог исполнять обязанности командира танка, механика-водителя, наводчика орудия или командира таких тыловых подразделений, как ремонтное отделение Instandsetzungsgruppe, отделение боевого обеспечения танковой роты, Gefechtstross, вещевое отделение, Gepäcktross. Эквивалентным званием в войсках СС было СС-шарфюрер. Погоны были такими же, как в вермахте, а на левую петлицу помимо звездочки добавлялся один ряд сутажного шнура. Отличий в вооружении и занимаемых должностях не было. Следующим званием в танковых войсках вермахта было фельдвебель. На погонах военнослужащего, обшитых галуном, в нижней части появляется серебристая звездочка квадратной формы. Фельдфебель уже не исполнял обязанности механика-водителя или наводчика, но мог быть командиром танка, счетоводом, радиомастером или оружейным мастером, ремонтником танковой роты.
Эквивалентным званием в войсках СС было СС Обершарфюрера. Погоны имели аналогичный вид, а на левой петлице размещалось две серебристых звездочки. Должности и вооружения были такими же, как у коллеги из вермахта. Предпоследним званием унтер-офицерского состава было Оберфельдвебель. Погоны имели аналогичную расцветку и обшивку, только серебристых звезд было две. Одна все так же размещалась внизу погона, а другая вверху у самой пуговицы. Оберфельдвебель, как правило, исполнял обязанности старшины роты, реже счетовода, или оружейного мастера, ремонтника танковой роты. В случае нехватки кадров мог возглавить танковый полувзвод из 2 или 3 танков и 9 или 14 человек соответственно. Эквивалентным званием в войсках СС было СС-Hauptscharführer. Погоны имели такой же вид, а на левую петлицу, помимо 2 звезд, добавлялся один ряд двойного сутажного шнура. Должности и вооружения были аналогичными коллеге из вермахта. Последним званием унтер-офицерского состава было Stabsfeldwebel. На погоны военнослужащего добавлялась 3-я серебристая звезда. 2 из них размещались в нижней части погона, 3-я вверху у самой пуговицы. Чаще всего Stabsfeldwebel исполнял обязанности ротного или батальонного старшины. Эта должность называлась Hauptfeldwebel. Однако не следует путать этот термин с воинским званием. В случае нехватки кадров мог возглавить танковый полувзвод из 2 танков. Эквивалентным званием в войсках СС было СС-Штурмшарфюрер. Погоны имели такой же вид, как в вермахте, а на левую петлицу, помимо 2 звезд, добавлялся 2-й ряд двойного сутажного шнура. Должности и вооружения были аналогичными. Камераден. Я решил создать канал Панцергренадера в Телеграме. Приглашаю всех желающих подписаться на него. В Телеграме я публикую редкие раскрашенные фотографии с подписью, штатные структуры различных подразделений в наглядном виде, информационные посты про выдающихся военных личностей, красочные арты боевой техники и вооружения, рисунки униформы и снаряжения солдат различных родов войск, а также все видеоролики, которые выходят на Ютубе. Ссылку на телеграм-канал вы найдете в описании под видео и в закрепленном комментарии. Присоединяйтесь к сообществу самых активных зрителей проекта «Панцергренадер». Младшим офицерским званием в танковых войсках вермахта было лейтенант. Поле погонов формировалось из 2 рядов двойного сутажного шнура серебристого цвета. Внутренний шнур был сложен пополам, образуя вместе своего сгиба петлю для пуговицы. Внешний шнур огибал внутренний. Петлицы имели такой же вид, как у танкистов рядового и унтер-офицерского составов. Исключение составляли артиллеристы-самоходчики после января 1943 года. Им предписывалось носить петлицы общевойскового образца. Лейтенант мог исполнять обязанности командира полувзвода или полноценного танкового взвода. Соответственно, в его подчинении было от 9 до 24 солдат и от 2 до 5 танков. Вооружался пистолетом, а при необходимости мог использовать бортовое оружие МП-40, которое имелось в каждом танке. Эквивалентным званием в войсках СС было СС-Унтерштурмфюрер. Погоны имели такой же вид, как у коллеги из вермахта, а на левой петлице размещались по диагонали 3 серебристых звезды. Петлицы всех младших, средних и старших фюреров окантовывались серебристым витым канатиком. Унтерштурмфюрер занимал те же должности, что и лейтенант. Следующим офицерским званием в вермахте было оберлейтенант. На поле погонов добавлялась 1 золотистая звезда по центру. Оберлейтенант, как правило, был командиром танкового взвода, реже командиром полувзвода. В случае нехватки кадров мог временно возглавить танковую роту. Обычно в его подчинении было до 24 солдат и 5 танков. Эквивалентным званием в войсках СС было СС-Оберштурмфюрер. Погоны имели аналогичное оформление, а на левой петлице, помимо 3 звезд, добавлялся 1 ряд сутажного шнура. Занимал те же должности, что и оберлейтенант. Последним званием младшего офицерского состава было Хауптман. Погоны имели такое же плетение и подложку, только на поле размещалось 2 звезды, одна в нижней части, другая
в верхней. Хауптман традиционно был командиром танковой роты, состоящей из 150-170 солдат и 19-22 танков. Эквивалентным званием в танковых войсках СС было СС Hauptsturmführer. Он имел такие же погоны, а на левой петлице размещалось 2 ряда сутажного шнура и 3 звезды по диагонали. Как и Хауптман, исполнял обязанности командира танковой роты. Следующим по старшинству званием в вермахте было майор. Погоны сплетались из тех же двойных сутажных шнуров серебристого цвета, но имели другой, более сложный рисунок, называемый в армейской среде гусеницей. Майор занимал должность командира танкового батальона, в подчинении у которого было около 500 военнослужащих и 65-70 танков различных типов. Эквивалентным званием в войсках СС было СС-штурмбанфюрер. Погоны имели аналогичный вид, а на левой петлице по углам размещалось 4 серебристых звезды. СС-штурмбанфюрер, как и майор, командовал танковым батальоном или бронетанковым разведывательным батальоном, или моторизованным противотанковым дивизионом, или моторизованным саперным батальоном. Очередным воинским званием в танковых войсках вермахта было оберстлейтенант. Оформление поля погонов было таким же, только посередине добавлялась 1 квадратная звезда золотистого цвета. Оберстлейтенант, как правило, был заместителем командира танкового полка или командовал танковым батальоном из 70 танков. Эквивалентным званием в войсках СС было СС-оберштурмбанфюрер. Погоны имели аналогичный вид, а на левую петлицу, помимо 4 звезд, помещался 1 ряд сутажного шнура. Военнослужащий мог занимать те же должности, что и оберстлейтенант. Последним званием старшего офицерского состава в вермахте было оберст, что соответствует полковнику в армиях других стран. Погоны имели такое же плетение гусеницей, а посередине размещалось 2 золотистых звезды. Оберст занимал должность командира танкового полка, который мог состоять из 2 или 3 батальонов в разные периоды войны. Поэтому в подчинении могло быть от 1100 до 1600 человек и от 140 до 200 танков. Эквивалентным званием в войсках СС было СС-штандартенфюрер. Погоны имели такой же вид, а вот петлицы претерпели изменений. На обеих помещались вышитые серебристой нитью дубовые листы с желудями. СС-штандартенфюрер, как правило, возглавлял танковый полк. Следующим по старшинству званием в войсках СС было СС-оберфюрер, аналогов которому не было ни в вермахте, ни в армиях других стран. Погоны имели точно такой же вид, как у СС-штандартенфюрера, а на обеих петлицах вместо 1 дубового листа размещалось 2. Военнослужащему полагалось командовать танковым полком, однако в некоторых случаях мог быть назначен на должность командира танковой дивизии. Первым по старшинству званием генеральского состава вермахта было генерал-майор. Погоны имели схожее оформление гусеницей, однако сутажный шнур был не двойным, а тройным. При этом крайние пряди были золотистыми. Плетение было крупнее, поэтому петель на каждой стороне было всего 4. Подложка погонов утрачивала вофенфарбе танковых войск и была алой, как и у генералов других родов войск. Пуговицы, с помощью которых погоны пристегивались к мундиру, стали золотистого цвета. Петлицы также претерпели изменений и стали общевойскового образца. Они шились на клапана-алого цвета, а в качестве узора наносился стилизованный дубовый лист с золотой нитью. Генерал-майору полагалось командовать танковой дивизией из 14-16 тысяч человек при 140-200 танках. Эквивалентным званием в войсках СС было СС-бригадефюрер und генераль-майор der Waffen-SS. Погоны имели схожее оформление, только подкладка была серого цвета, а пуговица серебристая. До мая 1942 года на петлицах серебристой нитью вышивалось 2 дубовых листа, а внизу добавлялась 1 серебряная звезда. Позже, с появлением нового генеральского звания, рисунок бригады фюрера заменили на 3 дубовых листа без звезд. Военнослужащему полагалось командовать танковой дивизией,
В очень редких случаях мог временно возглавить танковый корпус. Следующим генеральским званием в танковых войсках вермахта было генерал-лейтенант. На погоны добавлялась одна крупная звезда серебристого цвета. Петлицы были одинаковыми у всех генеральских званий, кроме фельдмаршала. Генерал-лейтенант мог возглавлять как танковую дивизию, так и танковый корпус из 3-5 дивизий различных типов. Парадоксально, но иногда в составе танковых корпусов могли быть только пехотные дивизии, вообще без танков. Численность подчиненных могла варьироваться от 30 до 70 тысяч человек. Эквивалентным званием в войсках СС было SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS. На генеральские погоны добавлялась одна большая серебристая звезда. На петлицах до мая 1942 года вышивалось 3 серебристых дубовых листа, а позже дополнительно крепилась серебристая звезда в нижней части. Группенфюрер мог возглавлять как танковую дивизию, так и танковый корпус СС. Следующим генеральским званием в вермахте было генераль де Панцертруppe. На погонах размещалось 2 больших серебристых звезды. Генералу танковых войск полагалось командовать танковым корпусом или танковой армией, состоящей из 2-4 корпусов. Соответственно, в подчинении могло быть от 120 до 250 тысяч человек. Эквивалентным званием в войсках СС было SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS. Генеральские погоны тоже содержали 2 серебристые звезды. На петлицах до мая 1942 года вышивалось 3 серебристых дубовых листа и 1 звезда. Позже была добавлена 2 звезда. Обергруппенфюрер командовал танковым корпусом, и только Феликсу Штайнеру было поручено командование танковой армией СС. Следующим генеральским званием в вермахте было генерал-оберст. Погоны имели все то же оформление, только звезд стало 3. 2 размещались в нижней части, а 1 в верхней. Генерал-оберст командовал танковой армией или группой армий. Эквивалентным званием в войсках СС были SS-Oberstgruppenführer und Generaloberst der Waffen-SS, которое носил только Пауль Хаусер, и SS-Oberstgruppenführer und Panzergeneraloberst der Waffen-SS, которое носил только Йозеф Зепп Дитрих. Погоны имели привычное генеральское оформление с 3 звездами. На парных петлицах вышивалось по 3 дубовых листа и добавлялось по 3 звезды снизу. Оберстгруппенфюрер командовал армией или танковой армией. Высшим званием в танковых войсках вермахта было генерал-фельдмаршал. До апреля 1941 года оформление петлиц и погонов было таким же, как у генералов званиями ниже. Однако позже знаки различия претерпели изменений. Петлицы стали удлиненными, поэтому рисунок уже состоял не из 2 одинаковых орнаментных фрагментов, а из 3. Плетение погон осталось неизменным, только все пряди сутажного шнура стали золотистыми. И в раннем, и в позднем варианте погон на поле вместо звезд размещалось 2 скрещенных жезла. Фельдмаршалу полагалось командовать группой армий, а в некоторых случаях получал назначение на должность главнокомандующего войсками определенного региона. Максимально приближенным званием в СС было рейхсфюрер СС, однако оно уже не имеет отношения к танковым войскам, поэтому рассматривать его не будем. Тем более ранее я уже рассказывал о нем в ролике про воинские звания СС. Напишите в комментариях, на какую тему стоит сделать одно из следующих видео. Про систему званий артиллерийских войск вермахта или про организацию и вооружение пехотного батальона. Если вам понравилось это видео, рекомендую посмотреть ролики о танковой дивизии вермахта и легкой танковой роте. Спасибо за внимание.